Всем привет! И с вами вновь проект о русском языке с региональным акцентом «Великий и могучий». Меня зовут Ольга, и сегодня мы с вами поговорим про дружбу. На экране вы видите памятник-копилку бездомным животным. Думаю, понятно почему. В России говорят «собака – лучший друг человека». И часто так и бывает. А во взгляде этой собаки чувствуется тоска. На ней нет ошейника, она бездомная. Остается только верить, что каждая собака рано или поздно найдет свой дом и станет для кого-то лучшим другом. В русском же языке есть множество слов, которые обозначают разного рода близость. Например, друг или подруга. Это обращение обычно к близкому человеку. Скорее всего, мы знаем этого человека давно и через многое прошли вместе. Интересно, что эти слова могут употребляться и как обращение вообще. «Друг мой», «помоги, друг». Совсем другой степенью близости обладает слово «знакомый», «знакомая». Это те, кого мы когда-то видели, те, с кем мы уже встречались. Согласитесь, большая разница со словом «друг». Но есть в русском языке и свое слово для людей, с кем мы дружим, но непродолжительное время. Приятель. Другими словами, можно сказать, что приятель – это близкий знакомый. В женском роде это слово выглядит как приятельница. Есть еще одно слово, которое все реже используется в современной России – товарищ. Оно было очень популярно во времена СССР и использовалось тогда как обращение к другому человеку. Сейчас это слово используется в качестве синонима коллеги, человек, с кем вы связаны рабочими отношениями. И реже как синоним слова «друг». Женского рода для существительного «товарищ» не существует. Приведем пример из повести уроженца Вятской земли Альберта Лиханова «Деревянные кони», о любви ребенка к собаке и даже некой ревности. Повесть переведена на молдавский, эстонский, польский, немецкий и японский языки. Однажды я шел с вокзала, стегая прутиком по лопухам, и думал об отце. Возле дома, во дворе, поросшем густой травой, было тихо, только скрипели тротуарные доски под моими ногами. Вначале я не обратил на тишину внимания. Я шел задумавшись, опустив голову. Но потом тишина испугала меня. Тихо не должно быть. Сейчас должно быть шумно. Должен слышаться веселый лай. Я испугался за Тобика. Если он порвал цепочку, его могут поймать собачники. Я поднял голову и остановился. Тобик был жив и здоров, и цепочка его поблескивала. Но он не обращал на меня никакого внимания, хотя не слышать моих шагов не мог. Это даже по ушам было видно, как он их ко мне назад оттягивал. Перед Тобиком, прислонясь к косяку, стоял незнакомый парень. Одной ногой он упирался в собачью будку, а мой верный пес предательски шевелил кончиком хвоста, одобряя такую наглость, давая этому парню вести себя тут по-хозяйски. Странные чувства смешались во мне. И обида на Тобика, и ревность к парню, на чью сторону Тобик так быстро перекинулся. И удивление. Не удивляться новому парню было невозможно. Посмотрите, как метко автор описал дружбу. Мы переживаем за своих друзей, обижаемся, иногда ревнуем. А теперь к домашнему заданию. Опишите своего друга. Или это может просто знакомый или приятель. Почему вы дружите с ним или с ней? И почему он, она попадает в категорию друг, знакомый, приятель или товарищ? Ждем вашей работы на русском языке с хэштегами «Великий и могучий РФ», «Великий и могучий Вятка», «High and Mighty». За каждую работу мы высылаем в подарок пазл в онлайн-формате и сообщения с пояснениями по работе. При выполнении минимум 10 домашних заданий по нашим урокам вы получаете диплом участника проекта. До скорой встречи на следующем уроке!